Сегодня покажу вам, как обвязать горловину полым шнуром айкорд. Обвязку я буду делать по лицевой стороне. И желательно начать где-нибудь в таком незаметном месте. Я выбрала спинку и буду по спинке набирать шнур айкорд. Для этого я взяла чулочные спицы и основную ниточку, которым вязала все изделие. У меня на канале есть уже видео, где я обвязываю горловину шнуром айкорд по открытым петлям, и вместе с обвязкой я одновременно закрываю эти петли. Я здесь вверху оставлю ссылочку на это видео. Кому интересно и актуально, можете переходить и смотреть это видео. А здесь уже по закрытым петлям. Значит, смотрите, я беру ниточку основную и набираю обычным способом, как вы набираете 3 петли. 2 и 3. Всего мне нужно набрать 4 петли. 3 я уже набрала, а 4 я буду поднимать из вот этих вот петель. Вот у нас наборный край, и вот мы видим косичку. Вот эта косичка, и из этой косички я буду добирать эту 4-ю петлю. Вы для себя определяете середину изделия, спинки. У меня здесь по рисунку вот середина. 3 петли мы уже набрали, и 4-ю петлю я поднимаю вот из этой петли наборного края. Вот у меня 4 петли на спице. Так, перетягиваю спицу и начинаю вязать шнур айкорд. Первую петлю провязываем лицевой за переднюю стеночку, вот так. Вторую петлю провязываю тоже за переднюю стеночку, и 2 петли я провязываю вместе одной лицевой за заднюю стеночку, вот так. Все, у меня на спице остается 3 петли, и мне снова необходимо поднять одну петлю из наборного края, чтобы снова у меня оказалось 4 петли. Снова опускаем спицу и повторяем наше действие. Провязываем первую петлю лицевой за переднюю стеночку, вторую петлю лицевой за переднюю стеночку и 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку. Вот так. Вот так у вас должно получиться. И снова поднимаем 4-ю петлю, опускаем спицу, провязываем одну лицевую, вторую лицевую и 2 вместе за задние стеночки. Я стараюсь вязать так плотненько, чтобы у меня этот шнурочек был такой не расхляпистый, а красивый, плотненький. Видите, какой он получается? Вот такой красивый. И продолжаем так вязать, обвязывать горловину по кругу, доставая одну петлю из наборного края и провязывая 4 петли. Сейчас я дальше немножко провяжу и покажу вам, как этот шнур будет смотреться по горловине.
И вот, посмотрите, я уже одну сторону провязала. Вот так, аккуратненько и с изнанки, и с лицевой стороны. И вот хочу вам показать на плече. Вот у меня шов плечевой. И тоже здесь аккуратненько. И вот я уже дохожу до конца горловины. Начинала я с середины спинки и вот уже дохожу. Останется мне пару петель буквально. Вот одна петля и, наверное, будет еще одна. Вот, довязала я до конца. Вот такой шнур по горловине. И остается мне только соединить начало и конец шнура айкорд. Значит, я обрезаю ниточку. Так, немножко обрезаю. Беру иголочку. Вот так соединяю ниточку с иголочкой. И теперь буду закрывать эти петли. И для начала мне необходимо подхватить начало вот этого шнура, чтобы соединить. И теперь мне необходимо с изнаночной стороны в первую петлю вот так вот вдеть иглу с изнаночной стороны. И теперь здесь мне на начале шнура необходимо просунуть иглу в первую петлю. Вот смотрите, в начале здесь такое идет сужение, а первая петля вот она вот здесь начинается. Вот. Сейчас сфокусируем. Вот первая петелечка. Здесь идет как бы сужение и пошло начало шнура. Вот это сужение, это не первая петля. Первая петля вот. Продеваю я иглу и уже не с изнаночной стороны, а с лицевой продеваю через вот эту первую открытую петлю. Вот так. И снимаю ее. Все, ее мы провязали. Теперь возвращаюсь к началу полого шнура и нахожу вторую петлю вот с этой стороны. Продеваю иголочку и точно так же на открытых петлях продеваю с изнанки. Вот так. Подхватываю. И здесь под вторую петельку вот так продеваю. И точно так же теперь с лицевой стороны подхватываю петельку и сбрасываю ее. И теперь с изнаночной стороны последнюю открытую петлю продеваю иголочку. Здесь на шнуре нахожу третью петельку. Вот так за обе стеночки. И возвращаюсь к последней этой петли и подхватываю ее с лицевой стороны. Так, подхватила. И вот мое соединение. Вот соединение мое петля в петлю. Вот эти ниточки остаются. Здесь их просто прячем аккуратненько. Здесь у меня идет две ниточки. Одна вот то, что я набирала изначально для шнурочка. И вот эта ниточка, которой мы только что с вами соединили этот шнур. Вот практически не видно это соединение.
Вот оно вот здесь. Видите, петля в петлю я сшила. Здесь можно просто, ну, если на узелок завязать, мне кажется, он будет немножко браться. Поэтому я думаю просто их попрятать в само изделие. То есть здесь несколько раз вот так вот иголочкой прошить. И вот так еще раз. Как бы петельку набросить. Сделать такой незаметный узелочек. Все, и тогда он не будет браться. Теперь можно и обрезать ниточку. Одну спрятала, и сейчас также спрячу вторую. И вот такая интересная обработка горловины у меня вышла. И вот такой прикольный джемпер из старого свитера. Остается его только постирать в теплой водичке, высушить на горизонтальной поверхности, и можно надевать на прогулку. И горловинка шнуром айкорд. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. А подробно, как я вязала этот джемпер, можете посмотреть у меня на канале со всеми расчетами и попетельный мастер-класс.